сейчас у вас руки в крови? Почему? Потому что собаку очень сложно с его массой тела и удержать, когда вот он видит проходящего человека, он начинает накидываться. Видите, как он со мной идет? Сейчас он не набросится ни на кого. Я иду дальше. Любовь к этим животным была с детства. Мама, когда была беременной мной, на ее животе садилась такса. И часами могла смотреть маме в глаза. Я тебе говорю, она ждала собачьего пророка своего. Здравствуйте, я автор этого фильма и хочу рассказать пару слов о истории его создания, о том, что вас ожидает внутри. Некоторое время назад на просторах Ютуба я увидел человека, который буквально за несколько минут справляется с абсолютно любой проблемой в поведении собаки, будь то агрессия к другим животным, агрессия по отношению к людям, просто неуправляемость, излишняя возбудимость или, может быть, там пищевая агрессия, непослушание, неважно. Этот человек на этих видео приходил к хозяевам, забирал поводок, и буквально за несколько минут полностью неадекватная собака превращалась в идеального питомца. Вот простым человеческим умом это не объяснить, это реально похоже на волшебство. И мой большущий интерес к психологии сподвиг меня познакомиться с этим человеком лично. И та информация, которая вскрылась во время нашего знакомства с Антуаном, поразила меня. Поразила и вдохновила. И еще было очень много разных переживаний и эмоций. И эта информация нигде и никогда им не была озвучена. И я предложил ему эту информацию, по сути, его историю своего пути, по сути, его 25-летний профессиональный опыт, историю его жизни, историю достижения его мечты, по сути, с нуля, рассказать вам. По сути, человек, который не имел ничего, не имея ни образования, ни каких-то, ни дипломов, ни помощи каких-то других специалистов, интуитивно, исключительно на своем опыте, стал одним из лучших мировых специалистов в поведении собак. А их можно пересчитать буквально на пальцах одной руки. Без ложной скромности, говорю. Проверял. Этот фильм не просто про Антуана. Этот фильм про мечту. Этот фильм о том, какие внутренние трансформации переживает человек в отношениях с близкими, с клиентами, с миром, с собаками, для того, чтобы эта мечта воплотилась в жизнь. Здесь будет очень много вдохновения, здесь будет очень много тяжелых моментов. И я очень благодарен Антуану за эту предоставленную возможность. В этом очень много моего интереса. И благодарен вам за то, что вы доверяете свое время и свое внимание к этому фильму. Приятного просмотра, друзья! Твоя история, она уникальна не только тем, что ты как Маугли такой, извини, что я тебя так называю, но интересна тем, что ты, как по моим подозрениям, ты как-то с нуля дошел до какого-то очень интересного, такого невероятного уровня личной реализации. Ну, как ты жил, как ты вообще к этому пришел, с чего ты начал? Я родился в Ереване. Меня растила мать, у меня все было в достатке. Мы бедно не жили, да? Да, у меня были друзья, которые жили намного лучше нас, там, тому подобное. Ну, у них были отцы, там, бизнес какой-то, да? А у меня была только мать. Как учился вообще? Очень плохо. Я не любил учиться. Я не люблю до сих пор, когда что-то навязывают. Учился, вот был таким крутым двоечником. По русскому языку у меня единственное, вот два предмета у меня хорошо было, физкультура и русский язык. Русский язык я учил с удовольствием, потому что это мне нравилось. А вот остальные предметы, мне в конце 10 класса я отметки получил, тройки, да, везде тройки, кроме двух предметов. Это русский язык и физкультура, да. Вот все учителя поставили мне тройку, лишь бы я закончил школу и ушел. И из-за того, что очень уважали мою мать. Вот по этим двум причинам, да. А как тебя мама вообще ругала за это, за все? Ну, ругать, ну, такими словами добрыми могла сделать замечание. А вот чтобы
ударить. Моя мама меня никогда не била, никогда, ни при каких обстоятельствах. Мама, когда была беременной мной, на ее животе садилась такса, Дженни. Մինչև Անտուանի ծնվելը մենք տաքսա ցեղատեսակի շն ունեինք, անունը Ջենի։ Ուղակի փեշից կպած էր։ Հղիությանս ընթացքում Անտուանին էի կրում, այդ շունը ինձնից կես քայլ անգամ չէր հեռանում։ И часами могла смотреть маме в глаза. Вот какой-то посыл. Նրա սերն ու հավատարմությունը կարծես բազմապատկվել էին։ Հետևի թաթերի վրա նստում էր ու անթարթ աչքերով ժամերով ինձ նայում։ Գիշերը բարձրանում էր անկողնուս вրա եւ որքան հնարավոր է փորիս մոտ քնում։ На живот садилась и смотрела в глаза. Я тебе говорю, она ждала собачьего пророка своего. Жарко, бедный. Она, да? Слушайте, клещ. Клещ. Да, еще не успел зацепиться здесь. Клещ нашли. Подошел на минуту к собаке, да, клеща нашел. Хоть что-то да сделал обязательно. Да. Слушай, а расскажи, как все начиналось вообще? То есть ты начал это делать в Армении сначала с собаками вообще заниматься? Во сколько? Да, конечно. Ну опять, отношение, обращение, любовь к этим животным была с детства. Мне помог очень мой друг, который сейчас живет в Ереване, это Альберт Мерсисян, который мне начал помогать более так тесно общаться с собаками, там какие-то команды научить им и тому подобное. Дальше я как торпеда пошел сам. Ну, вот первоначально, знаешь, как будто он меня подхватил на одном перекрестке и просто дал вот 4 дороги. Он сказал, слушай, туда иди. Благодарен ему? Очень. Я его знаю с детства. Но видел его и в коляске еще. Могу сказать, что его талант в большей мере опирается на любви. Дело еще в том, что он не перестает быть порядочным. Это самое большое, что я вижу в нем. Я правильно понял, что ты там в Ереване, по сути, с самого юного возраста начал заниматься собаками уже? Ага. И, в принципе, и на этом и зарабатывать начал сразу. Да, да. Или это громко сказано? Не, ну, сперва началось с того, что позаниматься собаками знакомых, родственников, друзей. Просто так. Там в Ереване добился каких-то больших Конечно, результатов? меня, если человека, ему, сейчас скажу, лет 20, показывает первый канал Армении. Это как ОРТ. Это тебе 20 лет тогда было? Да. Слушай, так а что ты тогда в Россию рванул? Потому что в России, во-первых, больше собак. Во-вторых, в России отношение к собакам другое. Русские больше любят животных. Ты же опасная собака, да? Убийца, да. Конечно. Но самое лучшее — это не ложкой мешать, а руками на самом деле. Ждет. Ставишь. Не должен вырываться, ничего, ждет. Смотрит не на еду, а на меня. Сейчас, иди, можно. Потом, когда он начнет кушать, я могу один раз щелкнуть, он перестанет кушать. Вот, допустим, начал кушать, смотри. Он даже выплюнул. И смотрит опять на меня. Вот такой жест руки означает можешь. Можно. То есть ты говоришь, это не рисково, да? Абсолютно. Конечно. Можно и там, можно. Понимаешь, я здесь, я рядом. Я здесь стою, поэтому он ничего не сделает. Родители, в частности мама, да, относилась... Она не хотела. Я сейчас ее понимаю, да, тогда не понимал. Сейчас понимаю, что она, заботясь обо мне, думала, что ну, какое будущее будет у этого ребенка, если он вот общается с собаками, любит собак. Когда потом мама поняла, что я безнадежен в плане, что
не общаться с собаками, чтобы идти в какой-то институт. Вот нет никакой надежды. Она предложила мне еще в те времена поступить в то время Ленинградский институт кинологии, на что я напрочь отказался. Не знаю почему. Не хотел, чтобы кто-то меня учил. Я хотел сам познать это. Այդպես հաշտ ու խաղաղ ապրում ու աշխատում էինք ու մի օր Անտուանը հայտարարեց, թե մտադիր է ընտանիքով Ռուսաստան տեղափոխվել ու քանի որ ազգականներ ունեինք հենց Տոլյատիում, մտադիր էր գնալ Տոլյատի։ Все мои друзья, родственники, мама моя, все были против, все уговаривали меня этого не делать. Ну ты куда? Это же в эту огромную страну, ты там один, что ты будешь делать? Я еще не представлял, с чем я столкнусь. Кем бы ни работал, и таксистом был, и на «Газели» ездил. Это был самый тяжелый и черный период в моей жизни. Я никогда хуже этого не жил. Я в Ереване жил в сотни раз лучше, чем жил в Тольятти, да, вот первые несколько лет. Еле-еле смог купить, знаете, 7, но очень старую. Я работал ночью, потому что за ночь можно было больше заработать, да. Я помню, как сажались в машину пьяные люди, как они про бред говорили, да, как про алкоголь, про наркотики. Слушай, это ты же вот прям, может быть, тот человек-мем, знаешь, прям человек, вот таксист-армянин на 7 бордовой. Опять, а? Чтоб тебя ведро с болтами. Понимаете, это же просто вот классика, да, такая? Да, при этом я тебе скажу, что в этот период в Тольятти, один из самых криминальных городов России, да, тот период таксистов убивали, слушай, особенно не русских. Знаешь, что делали? Ближе где-то к лесу заказ делали, понимаешь, вешали на дереве. Никогда не забуду этот случай, когда не было у меня 6 тысяч рублей, чтобы я заплатил за аренду своей квартиры, друзья. И нас выселяли с семьей. И некуда было идти, понимаете? Я не знал, что делать. Какое состояние, да, у меня, что я взрослый человек, да, у меня семья. Тогда еще был у меня один ребенок, сын, ему было 3-4 года. Были мысли, что я ошибся, что не нужно было переезжать. Единственный человек, который в этот момент меня поддерживал, это была моя супруга, которая как гора стояла за моими плечами и говорила, что бы ни было, если даже нам придется ночевать в подъезде, я рядом с тобой. Без денежья, без работы. Полно надежды на будущее. Получилось так, что даже стал таксистом. Можно это, конечно, не позорно, не зазорного ничего нету, чтобы быть таксистом и содержать семью. Чтобы выплыть, нужно опуститься на дно, делать толчок. Молодая девушка, да, которая могла сказать: слушай, вот ты привел нас сюда, да, и вот оставил нас ни с чем, да. Но она такую поддержку мне оказала, что это так вдохновило меня, что, понимаете, вот это, через такие переживания я прошел, друзья. И я благодарен своей супруге, я ее люблю и обожаю, мою супругу, потому что она до сих пор стоит рядом со мной и говорит: если весь мир будет против тебя, я буду стоять рядом с тобой и подавать тебе патроны. Ну вот так. Я вот решил вам показать улицу, которую очень любит Антуан Наджарян. И скажу вам по секрету, потому что на этой улице он познакомился с женой. Вот я сейчас покажу где-то приблизительно, где они познакомились. Познакомились где-то вот здесь, вот в этой кассе. Раскрываю вам большой секрет. Вот так. Он тут очень часто гулял. Действительно, она как опора, всегда рядом, всегда вместе с ним во всем этом процессе. Еще один отрывок из моей жизни никак не выйдет из головы. Я до самой смерти это буду помнить. Моему сыну Роману еще тогда было
5, максимум 6 лет. Поднялся я к родителям, сказал: дайте мне денежку, я печенье хочу покушать. Ну, они мне дали 10 рублей. У супруги в бумажнике было 10 рублей бумажных. Больше денег у нас, честно, не было. У меня вообще не было денег. У супруги тоже. Я с этими 10 рублями счастливый вышел в припрыжку, пошел до магазина, не дойдя еще. Он с ветер у меня из руки сдул эти 10 рублей. Через 5 минут сын возвращается домой и плачет. Мама, папа, я 10 рублей потерял, сдулись из рук, улетели. Ну и что? Ну, ничего, сынок, ничего страшного. Честно, я сейчас это вам рассказываю, друзья, у меня аж переживаю, потому что, понимаете, я таким себя чувствовал никчемным человеком, что я не могу обеспечить свою семью. Ну, эту сумму я не понимал, что на тот момент это была, ну, можно сказать, значимая сумма, так сказать, для нас. Я когда только подрос, понял, что в то время очень трудно все было и очень тяжело. А печенье я так и не покушал в этот день. Когда была ситуация, когда вот больше всего хотелось вернуться? Слушай, ну когда денег вообще не было и не было понятно, мы сможем за квартиру заплатить, которую снимали. Как мужчина у мужчины, вот спрашиваю, каково было переживать, вот сейчас, внимание, тот момент, когда у тебя дома жена, ребенок, ты такой ей говоришь: слушай, мы сейчас уедем в Россию, я там сейчас все замучу классно. А она живет с тобой в страхе, не знает вообще, будет ли вообще чем платить за хату. Вот как ты себя как мужик чувствовал? Вот чисто между нами. Так. Знаешь, ничтожество. Я сам себе говорил, если ты не можешь обеспечить свою семью, тогда кто ты? Ты никто, ты ничтожество, от слова ничто. Ну, это же страшно человек, было. который имеет там, в принципе, все, и крышу над головой, да, и окружение, и близких, да, и работу, вот сколько. Это все разрушил и привез свою семью к бездне. Ты мне скажи, кто этот человек? Полный идиот, неудачник. Или какой-то очень отмороженный романтик. Нашел себе работу, друзья, еще в те времена. На «Газели» мы везли товар. Я был водителем, я зарабатывал 7 тысяч рублей в месяц, друзья. Я ездил на «Газели», параллельно давал объявления в газету про воспитание собак, да, про дрессировку собак, про воспитание. И не знал, отдачи будет или нет. Я эти 400 рублей отдавал таким сожалением, что у меня денег нет, а я эти 400 рублей еще отдаю за это объявление. В один прекрасный день мне позвонили. Мы прочитали ваше объявление, я сразу сказал, что я готов с вами встретиться, где вы живете, я приеду. Я людям ходил с видеокассетой, они меня не знали. У меня есть огромная база моих занятий и дрессировок еще из Еревана. На видеокассетах было это еще тогда. Ставил эту кассету, видеомагнитофоны, которые сейчас уже не найдешь, да, и объяснял людям, почему я это учу, что я делаю и тому подобное. У меня тогда был курс месяц. Вот сидят люди, смотрят все, что я показываю, потом смотрят на меня, говорят: извините, но что-то не верится, что можно за 1 месяц это сделать с собакой. Эти люди посчитали, что я хочу их обмануть, и не стали со мной сотрудничать. Это еще сильнее меня утопило, да, в этом безнадежности, друзья, что даже это не получилось. Ты отметил, пока шли, поддержку жены, да, в этот период? Очень сильную. Чрезмерно сильную. Что это для тебя было вообще? Все, понимаешь? Это человек, который вместо того, чтобы мне говорить, что видишь, куда ты нас привел,
Зря я тебя послушалась. Нужно было оставаться там. Подожди, а это долго, что ли, такой этап продолжался, да, вот этот вот, ну, когда тяжело было? Ну, не сразу мы выбрались с этой ловушки. Ну, Конечно. сколько? Год, 2, 5? Сколько она терпела вот эту историю? Слушай, ну, как держала, она, поддерживала тебя? Честно тебе, она до сих пор меня терпит. Да, я такой женщины в жизни не видела. Она мой ангел. Когда мы решили уже, что нужно действовать, делать то, что ты любишь и умеешь. Когда прошла эпоха видеокассет и окончательно ушло прошлое видеокассет, да, вот эпоха, и настала эпоха цифровой. И мы решили, что можно сохранить просто вот эти видео, чтобы их не потерять на Ютубе. А почему нет? Будем сохранить, будем смотреть потом, показывать также клиентам. Некоторые видео были в закрытом доступе, некоторые в открытом доступе. И тут начали смотреть. Антон думал, действительно, нужно идти дальше, к цели. И я поддерживала, конечно. Мы все делали вместе. Все получилось. Скажу так, одним предложением. Без нее я бы не добился ничего. Потому что она поддерживала меня на все 100% с самого начала и по сей день. Она моя муза. Она меня вдохновляет двигаться дальше. Все вперед, вперед и вперед. Я благодарен Господу, судьбе, матушке природе, вселенной, что они связали меня с ней. Как-то приятно. Ну, поддержка, да, только поддержка. Слушай, ну а когда начало получаться-то в итоге? Начало получаться после того, как я познакомился с несколькими людьми. Мне помогли 2 человека изначально, вот с самого начала. Это был Сергей Хамидов. Он был директором питомника. Я Сергею показал свои видео, еще тогда давно снимал, да, и... Кассетные? Кассетные, видеокассетные, да. И мы стали с Сергеем сотрудничать. Потом мне очень помогла Светлана Артемьева. В один прекрасный день звонит Светлана, говорит: слушай, ну вот, собаку хотят усыпить, агрессивный, можешь помочь? Я говорю: конечно да, конечно да. Говорит, с ней никто не справился. Ни в Тольятти, ни в Самаре, нигде. Ни один специалист, кинолог не смог эту собаку повлиять. Друзья, эта собака умерла своей смертью. В возрасте минимум 12-13 лет. У меня появлялись люди, собачки, конечно, которые были агрессивны. Я к ним их отправляла. Они все приходили ко мне в восторге и говорили: вау, такое что-то бывает? Я говорю: да, бывает, ребят. Так как я все-таки заводчик и владелец среднеазиатских овчарок, в простонародье их называют алабаями, у меня кобель был очень сильно агрессивный. То есть я с ним не могла справиться, ну никак, со своим багажом опыта я не могла с ним ничего сделать. Он у меня бросался на все, что движется. И на людей, и на собак. То есть это были вытянутые руки, дерганье шеи и всему тому подобное. Я попросила Антуана помочь мне в этом вопросе. Я говорю: ну помоги все-таки, помоги мне, пожалуйста. Он сказал: хорошо. Потратил он на это ровно 15 минут для того, чтобы моего пса успокоить, привести в хорошее нормальное состояние и научить общаться с другими собаками и с людьми. Я по сей день не знаю лучше своей собаки. То есть она у меня кошка, это азиат-кошка, которая ходит, можно всем гладить, когда им позволительно. Мимо собак он проходит спокойно. Я посещаю выставки спокойно и непринужденно, что для меня, как владельца и заводчика, и так как я занимаюсь выставками с собаками, очень важно. Вот такой был опыт, которым все-таки он мне помог. После этого Светлана стала очень-очень тесно со мной сотрудничать. Это же, конечно, продвинуло меня вперед. Я уже перестал ночами ездить на такси. У него другое видение, у него другой подход. Нас, как инструкторов, учили, что делать. У нас есть нормативы, которые должны выполнять собаки. Что делает Антуан? Он не делает этих нормативов. Он просто учит людей общаться с собаками и находить подход к собакам.
Уникально? Уникально. Когда я начал заниматься любимым делом, тем делом, для которого, на мой взгляд, я был рожден. Вот тогда все и пошло, друзья. Я перестала быть его клиентом, я его друг. Я ему говорю, ты не отсюда, ты не с этой планеты. Ты человек, космос, с планеты собак. У человека есть талант. Огромный талант общения с животными, самый главный. Если говорить о профессиональной деятельности Антуана, то я с полной уверенностью могу сказать, что он лучший среди лучших из лучших. Отзывчивый, бескорыстный и человек, который способен на самопожертвование. Одним словом, уникальный. Все те проблемы, которые кажутся неисправимы хозяевам своих животных, Антуан решает прямо у них на глазах. Он способен исправить любую проблему за несколько часов, а когда и за несколько минут. Его ждет великое будущее. А папа... Ну, папа с 2 лет, да, ушел. Но я абсолютно его не виню, это его жизнь. В более таком раннем возрасте, когда, где-то 16-17 лет мне было, 18, да, я сильно винил отца, да, что почему он так поступил, вот как-то я плохо к нему относился, потому что связи не было. Я тогда был еще неосознанным. Сейчас я благодарен отцу, потому что если не было его, не было бы меня. Конечно, я раньше это не понимал и злился на него, что почему он меня оставил. Я смотрел, у моих друзей у всех есть отцы, а у меня нету. Там какую-то поддержку получить. Мама, конечно, она всегда готова была поддержать, но она поскольку женщина, она не смогла дать такой совет, который бы дал мужчина, да, и, я рос один, без отца, но опять считаю, что это сделало меня сильнее, потому что я начал полагаться на себя, а не ждать, что отец вместо меня что-то сделает. Опять возвращаясь к моему важному такому вопросу, ты без образования. Ты говоришь, что ты всему этому научился у собак. Чему ты научился как человек у собак? Потому что я слышал, что у тебя был характер, скажем, такой не самый легкий, не самый приятный. Я от жены это слышал, и Рома говорил. Да. Могу сказать, что он раньше был взрывной. Он мог и кричать, и на улице он мог также, да, вот. Если на меня, скажем, мы гуляли и смотрели на меня там другие мужчины, он мог просто взрываться и сказать: вы зачем так смотрите? В чем проблема-то? Вот, да, он был взрывной. После сложной, трудной периода жизни все меняется, и человек тоже меняется. Раньше я, когда маленьким был, припоминаю, что он был, далеко не такой, как сейчас. Чему ты научился у собак, каким был, каким стал? Я научился контролировать свои эмоции. Я научился, как обуздать этот мой темперамент, да, взрывной. Я научился быть спокойным, уверенным. Почему-то многие думают, что уверенность — это когда кому-то говоришь: эй, ты, ну-ка иди сюда. Это вообще не имеет к уверенности никакого отношения. Вот этот пыл, драться — это просто невоспитанность и неумение контролировать себя. Дисциплинарным. Дисциплина — это, я считаю, основой всего. Без дисциплины, друг, ни шага, никуда не пойдешь. Этому ты у собак научился? Конечно. Понимаете, мне помогли все это понять, осознать, прийти к более осознанному состоянию собаки, друзья. Я через них понял, что если я хочу помочь собаке быть спокойным, сперва я сам должен быть спокойным, чтобы транслировать это спокойствие на собаку. Я хочу тебе помочь, чтобы ты бросил курить. И говорю: Сергей, но сам курящий. И говорю: слушай, не кури, ты что куришь эту отраву? А ты мне говоришь: сам курю. Как я могу тебе помочь? Человек, который тебе дает совет «не кури», он должен быть не курящим, чтобы ты в него поверил. Правильно? Это так или нет? Есть, да, зерно истины. А как я могу требовать от собаки то, чем не владею сам? Если человек искренне любит этих животных, они это чувствуют. Если это как-то наигранно, они это чувствуют. Помимо любви к ним, уважения к природе этих животных, да,
Я взял полдюжины наиважнейших качеств, которые советую развивать каждому владельцу собак. И не только владельцу собак, любому человеку. Это спокойствие, уверенность, терпение, последовательность, дисциплина и здравый смысл. Поэтому я начал сперва требовать от себя. Кинологи от этого, вот говоришь разницу, да? Вот в чем разница. Они видят проблему в собаке. Я учу человека стать лучше, чем он на данном этапе своей жизни. Ты вообще как бы описал свои отношения с ним, с сыном? Мы с ним как будто не отец и сын, знаешь, хотя это так, да, мы с ним друзья. А отцу не все расскажешь, а другу расскажешь все. То есть ты его принимаешь в любой ситуации? Конечно. То есть нет ничего такого, чтобы он совершил, и ты бы сказал, я отворачиваюсь от тебя, ты не мой сын? Конечно нет. Когда отцы ругают своих детей, да, ты почему это... Дети перестают делиться с отцами, перестают делиться. А он может поделиться информацией, да, своим поведением со своим 15-летним другом, который может дать еще хуже совет, что делать. Но не к отцу, потому что отец уже показал себя с другого ракурса, что «Ах ты сволочь, почему ты так сделал?» Я так не делаю, я наоборот. Если есть такие ситуации, он мне рассказывает как другу, а не как отцу. И мы вдвоем находим выход из любой ситуации, потому что выход есть всегда. Сперва вообще, приблизительно до 15 лет моих, все вообще по-другому было. То есть он не то что всегда, вот только в начале, к примеру, я помню, мне лет 10-11, вот тогда он был вспыльчивый, понятно, кавказские моменты, в общем. Тогда он особо грубо говоря, не контролировал себя в некоторых моментах и так далее. Что случилось, или, может, помнишь тот момент, когда тебя переключило? То есть ты говоришь, раньше ты с ним был отец-сын. Да. Отец-сын, я подразумеваю, что ты его, как-то, не ругал, не понимал, о чем? Я объясню. В двух словах могу сказать. Давай. Раньше он меня боялся, сейчас он меня уважает. Вот и все. Раньше он боялся меня, потому что я его ругал. А сейчас он не боится меня, он уважает меня. Вот тогда он стал спокойным, уравновешенным. Все любые вопросы он мог решить вообще, даже голос не повышая. Понимаешь? То, что я и учу людей, что собака не должна бояться вас, она должна уважать вас, а не бояться. Понимаешь, все, что я говорю, я в своей жизни использую, друг мой. Как я могу сделать так, чтобы собака мне доверяла, если я постоянно буду его относиться к ним, нагонять на него страхи. Он мне просто не доверит. Потом, понимаешь, я опять скажу, что именно собаки мне помогли познать больше в моей жизни, чем какие-то люди, учителя мои школьные, без разницы. То есть отношения с сыном, ты говоришь, у тебя выстроились по-дружески благодаря собакам? Конечно. Эти животные изменили мою жизнь, мой мир, мою голову. Полностью изменили, друг мой. Но он говорит, что было время, когда он с тобой был вот такой, достаточно грубоватый, что больше страха было у тебя к нему. Страха не то, что просто, он же когда был вспыльчивый, с таким дети особо, я думаю, и сейчас не хотят общаться с такими более импульсивными, вспыльчивыми. Я тоже не то, что я его боялся, просто в некоторых моментах, можно сказать, как избегал. Когда я видел, что он, к примеру, сейчас на взводе, я тогда лучше помолчу, пойду посижу. И мне кажется, что то, что ты делаешь, оно как раз-таки отражает многие комментарии на твоем ютубе, что это больше не о собаках, а собаки, это как будто бы отношения с ними становятся следствием. То есть восстановление и гармонизация отношений с собаками становится как неким побочным эффектом, таким позитивным, работы с самим собой. И как я понял, твои занятия, они помогают людям выстраивать отношения друг с другом. Конечно. С людьми, друг с другом, конечно, в семье, с членами семьи, в людском мире, да. И этому опять способствуют наши четвероногие друзья. Раньше я вот тоже, если аналогию привозить, то как отец был тоже очень вспыльчивый был, у меня там школьные дела, я всегда либо грустный ходил, либо этот. В общем, сейчас тоже, можно сказать, вообще не тот человек, которым был. Сейчас, когда друзья
со старого города. Я туда к ним приезжаю, они говорят, ты вообще это... То, кем был тогда, и то, кем сейчас являюсь, это вообще две разных личности. Вот сейчас пройдем мимо этой собаки, его реакция абсолютно ноль. Ноль. Ну и что? Он же привыкший не реагировать на это. Я же его обучал, чтобы не... Вот. Кстати, я Итана обучал не реагировать на лай, на такие, да, именно в частных секторах. Мы специально ходили в частные сектора, откуда двух сторон собаки нас облаивают, а я обучал Итана не реагировать, не реагировать, не реагировать. Понимаете, это хорошее упражнение. Опять, кого ты видишь в собаке? Понимаешь, я людям говорю не разговаривать, они разговаривают. Я людям говорю не очеловечивать, они очеловечивают. Потом говорят, не получается. Слушайте, вы сдержитесь правил, природных правил. Допустим, видеть в нем животного. Животное? Да. Собака? Да. А почему очеловечивый? Ну, он такой милый. А я говорю, что он не милый. Тоже милый, но собака. Не ребенок, не человек. Понимаешь, как-то сложно надо понять, что к собаке просто нужно относиться как к любимой. Самый лучший, но собака. Страшный опасный пес. Зачем я так делаю? Да. Ты же говоришь, что это у тебя Сейчас... очень безопасный. Да, конечно. Сейчас мы идем в общественное место, парк, да? И, понимаешь, я должен быть примером для людей, ведь я в этой области специалист, да? Я помогаю людям понять своих собак, помогаю собак стать лучше. Если люди меня смотрят и видят, что я со своей собакой Итаном, который очень добрый, очень Итан вниз, который помогает реабилитировать других собак, да, который не агрессивный, на нем дети могут кататься, но я надеваю намордник, ну это петля, понимаешь, когда люди видят, что есть что-то на морде, они более спокойны, чем если ничего нет. Это всего лишь для вида того, чтобы люди не переживали. Те, кто меня знают, наоборот, подойдут погладить. Те, кто меня не знают, начнут переживать, что в общественное место пришла опасная порода, опять навязанная эта опасная порода, без намордника. Я очень уважительно отношусь к любому живому существу, у которого есть жизнь. Итан тоже. Сможет ли он напасть на кого-то? Конечно, да, если я ему это скажу. Пока от меня этого слова из моих уст не вылетит, он никогда этого не сделает. А как это будет выглядеть вообще? Это кодовое слово, которое знаю только я и члены моей семьи. Больше никто не знает. Как пин-код? Нужный пин-код. Слушай, прям код. Пин-код. Вот сказал я ему это слово, он входит в режим охраны. То есть он уже может в каждом человеке видеть потенциальную опасность. Но опять, пока я не направлю на определенного человека, он ничего не сделает. То есть он входит в тревожный режим такой, да? Да. А когда вы сейчас уже начинаете по чуть-чуть эти такие звуки программировать его сознание, на улице, когда он услышит схожий звук, скажет: я уже знаю этот звук, вот как он выглядит. Обычные консультации проводят, обычно люди сидят за стулом. Нет, он ходит туда, наверх, на улицу, вот так. У него прям такой процесс, да, когда он ведет консультацию, прям... Вот почему собаки начинают, когда домофон звонит, почему такая бурная реакция? Потому что они знают, что кто-то сейчас придет, правильно? После этого звука всегда кто-то приходит. Слушай, а расскажи, у тебя есть хейтеры? Да, много. Ну, многие не любят, потому что я не русский. Многие не любят, потому что у меня нет образования. Многие не любят, потому что я успешный. Многие не любят, потому что у меня лучше получается, чем у них. Есть много причин. Есть еще ситуации, которые вводят моего зрителя в глубочайшее заблуждение, друзья. Вот это мне отправила одна девушка, которая была просто удивлена тем, что ее знакомая, смотрите,
Здравствуйте, моя знакомая общается и дрессирует свою собаку по скайпу с Антуаном. Он ей, типа я ей, он ей сегодня сказал, что наша порода совсем идет вся на усыпление. Именно американский стаффордширский терьер. Обманщики. Моя основная цель – помочь собакам. Когда мне пишут, что это собаку усыпим, у меня начинают шалить нервишки немножко, друг. Если она действительно представляет из себя, ну, хотя бы килограмм 10-15, то она социально опасна. Ее надо усыплять. Как бы я ни бил собакой, я всегда призываю к этому. Нужно просто стать руководителем для этой собаки, понимаете? Чтобы человек контролировал ситуацию, а не собака. В этом мой метод. И я, пользуясь случаем, говорю, друзья, я извиняюсь, но не согласен с усыплением, потому что лично я спасал сотни собак от эвтаназии. Бежать, встать, сидеть, место. Пошел на место. Быстро, на место. Все. Благодарим за то, что познакомились с тобой с такой ситуацией, которой вообще хотели усыплять нашего Атоса. Теперь с ним все дружим. Никакой агрессии, таких показателей даже и не мечтали. Как этот человек может сказать, что он любит собак, он специалист по собакам, он любит собак, он занимается собаками, и сказать усыпить эту собаку? Как? Не перестану всю жизнь, до конца дней своих буду говорить, что самые величайшие учителя – это собаки, друзья. Многие люди, специалисты, сильно возмущаются, что у него нет кинологического образования, он не имеет права учить людей, обучать собак, это как так, как без образования. Друзья, у меня нету ни дипломов, ни полученных каких-то бумаг, ни образования. Мои дипломы, друзья, вот они. Вот мои дипломы, друзья. Вот все эти шрамы, все эти укусы, порвали, укусили, да. Здесь очень много шрамов. Вот здесь оперировали мою руку, 5 швов дали. Здесь стоял этот металлический штифт. Видите, здесь у меня кость полностью разрублена. Моя рука вот до вверху. Вот это могу вот так сделать, а это дальше не идет. Эти укусы меня научили, как стать сильным, как научиться сделать так, чтобы больше их не получать. Это практика, это работа с агрессивными собаками, это реабилитация агрессивных собак. Понимаете? Тех собак, на которых эти же дипломированные специалисты ставят крест и говорят: избавьтесь от него, усыпите этих собак. А я беру их, реабилитирую и делаю абсолютно нормальными собаками. Я убежден в том, что то, что эта собака меня кусает, бросается на меня, тут ее вины вообще нету. Тут целиком вина лежит на владельцах, потому что они очень многое упустили в воспитании и еще и наоборот сделали неосознанно. Сделали все, что она стала такой. Опять неосознанно. В большинстве случаев от благих намерений, просто не зная природу этих животных, люди делают катастрофические ошибки, друзья, считая, что это нужно собаке или надо. Ты и людей так же легко прощаешь? Да. Ты пойми, что я же на собак трачу максимум час. Я приехал к тебе, ты, вот, у нас встреча, да? Да. Вот с твоей собакой, какие бы проблемы бы не были, час-полтора. А остальные 5 часов, 6 часов, когда я еще у вас, все время только людям. О чем это говорит? Что я человеку объясняю. Ведь он более разумное существо, он должен понять, что эта собака зависит от него, а не
наоборот, понимаешь? Почему у вас проблемы, и всегда они будут. Потому что вы не едины, у вас нету структурированной стаи, у вас разбитая стая, у вас нету сплоченности, единства. Сплоченность на чем строится? На иерархии? Сплоченность строится на том, что когда я прихожу домой и не позволяю собаку на себя прыгать, не должна заходить моя жена и приветствовать, когда собака на нее прыгает. Это когда я говорю со стола нельзя кормить, а моя мама не говорит, ой же бедный ребенок, он же как, ну на. Во-первых, мама показывает собаке, что я никто. Никто, то есть понимаешь? она перечеркивает твою программу, да? Конечно, перечеркивает мою программу, при этом показывает, что мы не едины, мы разбитая стая, которая каждый по-своему к тебе относится, нету единства. Это собаку вводит, знаешь, какое? Состояние тревоги, переживания. Это вводит собаку в состояние даже заполучить эту власть, чтобы опять вновь чтобы собрать избавиться всех. от этой тревоги? Конечно, чтобы стать, чтобы, понимаешь, если он бы был бы главным, он бы сплачивал стаю. И опять, эта собака может не рождена быть таким лидером. Да? И навязать на него эту обязанность, это будет крупнейшей ношей для него. Люди этого не понимают. Муж делает одно, супруга делает другое, мама третье, папа четвертое. Собака видит, что эти люди, слушай, даже между собой не могут договориться. Да? Даже у них между собой нет сплоченности. О чем речь? Самое первое, что вы должны сделать вообще, если у вас есть собака, и неважно, вы только ее взяли или ей 10 лет уже, это сесть с членами семьи за круглым столом, установить осознанно, понять, принять и действовать. То, что я вам в своих видео объясняю. Стать одним целым, единством. Тогда вы становитесь автоматически большинством, а собака меньшинство. Автоматически у него идет последнее место. К примеру, как у меня. Я, моя супруга, мой старший сын, младший сын, потом Итан. То есть Итан будет слушаться, вот эта 40-килограммовая вот эта штука, да, будет слушаться Алекса и уважать, не только слушать. Алексу сколько? 4 годика. Он будет слушаться? Он не то, что слушается, он уважает Алекса. Уважает. Он никогда не позволит себе прыгать на Алекса. Он никогда не позволит себе у Алекса с руки, даже если перед носом он так проведет хлеб, он даже попытку сделать забрать с руки. Это все, я правильно тебя понял, что это все демонстрируют старшие? Ну, то есть Конечно. Отец демонстрирует, как относиться к жене, как относиться к сыну, и собака это перенимает. Если пес смотрит, что ты свою жену, например, кричишь на нее, ругаешь, ее, то этим самым для собаки ты как бы унижаешь ее ранг жены. Абсолютно ты прав. Четко. Совершенно верно. Четко, прям спасибо, разложил. Четко. Это очень и хороший не только материал. на жену, но особенно на детей. Дети и так, они, знаешь, маленькие особи, да, как щенки. Если ругать, особенно рукоприкладство, да, неважно, это ребенок, жена, то ты собаке четко показываешь, что она тоже как может... делать, да? Да, не ударить лапой, а просто если жена что-то скажет, поскольку ее ранг же опустили, да, собака может... То есть она говорит, это говорит агрессивно, я говорю, не агрессия. Ты никто для него. Никто. Тебя твой муж, который более пользуется, тебя просто спустил до ниже плинтуза. Представляешь, сколько сейчас жен возьмут этот кусочек, вырежут, покажут своему мужу, скажут, вот смотри, да, все да, проблемы из-за тебя. Итан — это мой самый близкий друг, член моей семьи. Итан мой помощник номер 1 в этом мире. Он мой посланник в собачьем лице, да? Итан мне не один раз помогал реабилитировать агрессивных, трусливых собак. Итан — часть меня. Слушай, он обычно себя так спокойно ведет, да, что я даже сейчас удивлен, что он так носится. Я могу его сейчас возбудить, могу остановить, понимаешь? Иди.
на этом все заканчивается. Я могу его включить и мгновенно выключить. Все. Даже дыхание остановилось, когда я его выключил. Когда он бегал, он дышал. Правильно понял, что как бы функция, ну то есть назначение Итана, ну его профессия в собачьем мире это реабилитолог. Да, он мой посланник в собачьем мире. К неуверенной собакой, которой не доверяла людям, да. Я с Итаном поехал к этой собаке. Итана отпустил с ней. Эта собака хорошо ладила с собаками. И сразу с Итаном подружилась. Потом я Итана звал, и она подходила. Я Итану с рук давал вкусняшку, ей давал, сперва она не взяла. Потом пару раз опять с Итаном поигрались, потом я позвал Итана. Но через Итана я доверие создал, понимаешь? В этом случае как будто Итан источник наших взаимоотношений. Она доверилась Итану, а я пришел с Итаном. Мне тоже она доверилась. Возникает один такой вопрос. Если ты так круто ладишь с собаками, если тебя вот в интернете называют повелителем собак, ну помнишь, я говорил, я тебя в сторис выложил, говорю, знаете кто? Мне сразу сообщения идут, повелитель собак, повелитель собак, повелитель собак. Почему у тебя одна собака? Ты не хотел бы больше собак или почему так? Ну, естественно, я хотел, хочу и обязательно у меня это будет. Минимум 10-15 собак. Много разных собак, разных пород. Начиная с самого маленького, заканчивая самым большим, там, среднеазиатской овчаркой или каким-то ротвейлером, да, чтобы, во-первых, показать, что любая порода при правильном обращении и отношении к нему может быть абсолютно вот как Итан, да, спокойный, расслабленный, послушный. Правильно понимаю, что Итан и ему подобные, ну, твои будущие собаки, это как бы некая основа твоей мечты, твоего реабилитационного центра для собак. Да, понимаешь, любую собаку, допустим, агрессивную, да, которую, если поместить в стае таких уравновешенных, спокойных собак, как Итан, понимаешь, это самое лучшее лекарство для решения подобных проблем, потому что эта собака начинает жить в стае собак, которые на него не реагируют, на его агрессию не отвечают агрессией. Понимаешь, у него идет обратно, он начинает подражать. Во-первых, там их большинство, он меньшинство. Во-вторых, никто с ним его не боится, никто, понимаешь, не обращает на его вот эти поведения внимания особого, да. И она начинает привыкать к этой ситуации, что она может тоже спокойно жить себе подобными и смириться с тем, что не нужно ни на кого набрасываться. Эта стая собак очень-очень может помогать в реабилитации. То есть максимальную помощь может оказать, чем кто-либо. Ты очень многое сделал за эти годы. Ну, по крайней мере, даже взять свой один канал. Притом, я понимаю, ты работаешь без продюсеров, ты работаешь без менеджеров, да. Даже без людей, которые бы настраивали тебе просто рекламу. Вообще я и моя супруга. Все. Ты пишешь книгу, да. Ты, значит, монтируешь сам свои ролики, сам же их снимаешь. Да. Причем я видел, ты это делаешь по ночам. Да. А днем кто мне даст это сделать? Все мои идеи, все, что я делаю, все видео, которые вы смотрите, сделано исключительно ночью. Все книгу, которую я пишу, пишется ночью. Все идеи, которые ко мне приходят исключительно ночью, друзья, потому что ночью я с самим собой наедине. Мне никто не звонит, не беспокоит, никто мне не задает никакие вопросы. Я один на один. Понимаете, я боюсь не успеть. Планов и идей очень много. Я даже на данный момент от своих планов где-то на 1,5 года уже опаздываю. Безмерное количество писем, безмерное количество просьб о помощи. Как можно представить, ответить на миллионы писем, да? Это жизни не хватит.
Добрый вечер, Антуан. Надеюсь, вы прочтете наши СМС и не пройдете мимо. Мне нужна ваша помощь. 2 собаки, лабрадоры, 1 метис. Здравствуйте, наш шпиц-мальчик, 9 месяцев. Здравствуйте, Антуан. Я понимаю, что таких, как я, миллионы. Но вдруг вы прочтете мое сообщение. Хочу обратиться к вам за помощью. Есть у меня собака. Я практически через себя пропускаю жизни чужих мне незнакомых людей. Да? Я живу ихними жизнями, чтобы им помочь и ихним собакам. Но пришел момент, когда я сказал, что я больше ничего не хочу, потому что я разочарован был в себе. Это слишком было больно для меня понять, что этот человек надеется на мою помощь, считает, что я его последняя надежда, а я ему не отвечаю. Понимаете, получается нечестно. Одному помочь, одному не помочь. Одному ответить, одному не ответить. Или не отвечать никому, или отвечать всем. Я за честность. Был момент, когда он хотел удалиться из соцсетей, вот это потому что всем не поможешь. Слишком много людей было, которые хотят помощи. Недавно я в Инстаграме написал, что хочу удалиться. Хочу удалиться из соцсетей и жить спокойно. На что те люди, которые меня смотрят, уважают мое дело, да, начали писать, что Антуан, пожалуйста, не делайте это, не оставляйте нас, не бросайте нас. Друзья, у меня есть очень много целей и есть одна большая мечта. Моя большая мечта – это открыть не имеющий аналогов реабилитационный центр, где я буду обучать и реабилитировать собак. Тех собак, от которых отказались, поскольку они агрессивные, трусливые, ненужные. Да? Это все можно реабилитировать, этих животных. И обучать людей в этом центре. Это моя мега-мечта. Но чтобы дойти до этой мечты, нужно достичь очень многих целей, которые я поставил перед собой. Один из путей к глобальному целю – это создание онлайн-школы, друзья, где вы будете обучаться, как взаимодействовать, как жить в гармонии, как понимать ваших собак и как с ними жить счастливо, а не жить в хаосе, в мучениях, желанием его отдать кому-то другому или вести на эвтаназию в самом худшем случае. Да? Это те знания, которые я накопил в течение практически 25 лет, да, общаясь с этими животными. Да? Сколько раз я ошибался, сколько раз я падал и поднимался, сколько укусов в жизни я получил, сколько у меня переломов есть из-за этих. Это весь опыт. Я хочу вот так в упаковке, потому что, понимаете, я фильтрую знания, да? Я даю людям уже испробованные знания, которые реально работают, а не теории. Это не теории, друзья, это будет опыт. Эти курсы, это учение, обучение, это школа для тех людей, которые хотят работать над собой, которые хотят работать в команде единомышленников, которые хотят делиться своим опытом с единомышленниками, которые хотят жить в гармонии, в балансе, которые хотят познать природу этого животного. Вот этим людям этот курс, эта школа очень подойдет. Основная цель – сделать вас и членов вашей семьи по иерархионной лестнице выше, чем собака ваша. Понимаете? Потому что вы изучите природу этого животного, изучите и увидите, что в природе этого животного они осознанно, подчеркиваю, подчиняются, уважают, доверяют вышестоящим особям, потому что находиться рядом с ними безопасно, потому что это гарантия безопасности. Если возлагать ответственность на собаку, получится хаос, потому что он будет принимать решения, исходя из своих животных побуждений, которые противоречат в большинстве случаев нашему человеческому пониманию. Я не смогу помочь людям, притом взять большое количество людей и помочь по переписке. Это нереально.
это нереально. Вот почему я хочу структурированно учить вас в своей онлайн-школе, которую я решился сделать для того, чтобы сразу махом всем помочь. Эта онлайн-школа, это мой путь к более высоким достижениям, а это мой физический реабилитационный центр. Это онлайн-школа — первый шаг к моей основной мечте — открыть центр, большой центр для собак, куда могут приезжать люди из всего мира. А те люди, которые не смогут это сделать, могут учиться в онлайн-школе. Я в этом увидел решение вот этих проблем. Мурашки прямо сейчас идут по телу. Понимаете? Это очень хорошее состояние того, что ты можешь помочь людям. И очень плохое состояние, когда ты знаешь, что ты можешь, но возможности нет. Сейчас эта возможность дается. Дается. Благодаря той команде, с которой я сейчас буду работать. Я буду работать с командой профессиональных людей, которые будут помогать мне в этой области, друзья. Поэтому онлайн-школа лично для меня это осуществление основной цели реабилитационного центра. А для вас это обучение тому, что делаю я, друзья мои. Понимание этих животных с точки зрения их природы, повадок, их ценностей, друзья, а не с точки зрения дрессировки сидеть, лежать, лапы давать. Вот основная моя идея и желание. Друзья, хочу поблагодарить всех людей, которые встречались на моем жизненном пути. Хочу выразить особое благодарствие моему другу, брату, который живет в Ереване, который мне в свое время очень помог понять собак, который поспособствовал тому, чтобы я стал таким, какой я есть сейчас, друзья. Этот человек, мой друг навеки, Альберт Нарсисян. Он очень здорово мне помог в свое время понять этих прекрасных животных. Спасибо всем, особенно Альберту Нарсисяну.